На протяжении 3 миллионов лет человечество развивалось по законам первобытно-общинной формации. Понятие семьи не существовало вообще, а любовные и сексуальные отношения подчинялись примитивным и грубым первобытным законам. Любви не существовало в принципе, а межполовые отношения заключались исключительно во взаимовыгоде. Удовольствие за еду, еда за удовольствие. Однако спустя 20 тысяч лет все резко поменялось. Появились не только современные правила брачных отношений, но и любовь, то самое чувство, загадку которого до сих пор не дано разгадать ученым, чувство, приводившее людей к самым безрассудным последствиям. Вспомним хотя бы некоторые произведения известных авторов. «Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена отдает свой голос злой ведьме. Думаете, ради желания пробежать 100-метровку или покорить подиум Милана? Отнюдь. Любви красавца Эрика вожделеет юное сердце. Шарль Перро описывает Золушку, ранее не намеревавшуюся посетить королевский бал, но к периоду полового созревания готовую перемыть весь дом мачехи, перестирать и заштопать всю одежду сестер, перебрать все крупы только ради единственной ночи с самим принцем. Из мифологии Греции мы помним безрассудного Париса, похитившего Елену Прекрасную в отсутствие ее мужа, из-за чего впоследствии разворачивается Троянская война. Ну разве не абсурд? Разве не безумие охватывало всех этих героев, у которых была только одна цель – обрести любимого человека? Муж и жена – одна сатана. Казалось бы, удивительно, но именно с темной стороной сравнивается брачный союз. Парадоксально, но объединившись в семью, зачастую мужчины и женщины превращаются в нечто единое и нерушимое. В доказательство этому есть множество примеров. 23-летняя Бонни и 25-летний Клайд, гангстеры начала 20 века, отжигали так, что молодежь нынешнего поколения могла бы только позавидовать. Эта известная пара ограбила около 12 банков, убила 15 человек, а после каждого такого случая предавалась любовным утехам. Союз любви и науки. Именно так можно охарактеризовать отношения Марии и Пьера Кюри, которые в 1903 году разделили Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в области радиации, а также открытие радия и полония. Однако история знает немало примеров трагических судеб, когда влюбленным так и не удалось пожениться. Самые известные – это Ромео и Джульетта, семьи которых настолько враждовали, что молодые не смогли связать себя узами брака. Поэтому юная особа выпивает снотворное, из-за которого все думают, что она умерла, а молодой избранник выпивает настоящий яд. Проснувшись и обнаруживши Ромео мертвым, Джульетта вонзает в себя кинжал. Молодой бродяга и художник Джек по счастливому случаю выигрывает в покер и отправляется в круиз на самом огромном корабле, на борту которого встречает девушку из светского общества. Роза и Джек влюбляются вопреки осуждениям родственников. Однако их любовь не имеет продолжения, так как Титаник сталкивается с айсбергом и тонет. К несчастью Джека, на плоту Розы, которая превосходила его массой и объемами, не остается места, и он умирает в ледяной воде. Хочешь предотвратить возникновение еще одной трагической истории? Тогда следуй нашим инструкциям. Досмотри видео до конца. Поделись видео со второй половинкой. Обдумай свое решение в течение недели. О результатах сообщи в письменной форме. Приходи 14 апреля на официальную церемонию и празднование бракосочетания Анжелики и Александра, которые состоятся по адресам, что ты видишь на экране. Соблюди дресс-код по тему свадьбы. Весна в аристократическом обществе. Джентльмены – костюм, сюртук или фрак. Дамы – вечерние платья в пол. Приветствуются шляпы, цилиндры и вуалетки. Поздравь молодоженов российскими, американскими или европейскими купюрами любого номинала. Молодожены берут на себя расходы по проживанию гостей в столице, а также их перемещению от ЗАГСа до ресторана. Приходи, реализуй свое право засвидетельствовать рождение новой семьи.